Друзья, доснимал батл. Это батл TOX 3 и TOX 3 Lite. Шикарные ТВ-боксы. И честно вам скажу такое. Вот у меня, знаете, я опять утвердился в своих, скажем так, умозаключениях насчет того, что 2/16 не всегда плохо. То есть Lite-версия TOX 3, это новинка, это уже такой топчик себе. И однозначно мы сегодня примем решение, стоит ли покупать TOX 3 Lite, стоит ли еще покупать TOX 1 и в каких случаях вообще стоит покупать TOX 3 или TOX 3 Lite. Ну да ладно, на канале Технозон поехали. Вообще, когда вышел TOX 3, я вам скажу, что сделала компания TOX. Они просто-напросто взяли TOX 1, который я показывал в основном обзоре, и провели работу над ошибками. Полностью. То есть они переосмыслили охлаждение, они переосмыслили интерфейс, они переосмыслили версию Android, они переосмыслили те функции, которые в него заложены, и, конечно же, общую концепцию TOX. Почему? Потому что это, по сути, обновленная версия TOX 1 на новом проце, с новым Android и лишенный тех недостатков, которые были у TOX 1. Недостатков имеется в виду каких-то недочетов в плане того, что у TOX 1 были какие-то дропы при определенных гигантских роликах в YouTube, которые никто никогда не смотрит. Но главное, что все это замечают. Но при этом компания выпустила две версии. TOX 3 Lite 2/16 и TOX 3 4/32. 4 гигабайта оперативной, 32 хранилища. И у обоих одинаковый процессор iMlogic S905X4, 4-ядерный, 2 ГГц. У обоих есть Wi-Fi 5 ГГц, MU-MIMO, на 2 антенки у него работает Wi-Fi модуль. И казалось бы, нафига Lite, если есть на 4/32, но цена у Lite цена намного ниже. Ссылки на проверенных продавцов на обе версии лежат в описании под видео, можете пойти посмотреть. Я специально разместил. А еще, кстати, слушайте, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Так вот, сегодня мы с вами проведем сухой тест. В чем заключается? Это синтетика, AnTuTu, 3D Mark, CBDT и тому подобное. При этом мы потом включим Lite и покажем, что при наличии этой памяти 2/16 ни в коем случае не хуже. Не хуже. Потому что он точно так же проигрывает, и в некоторых случаях он работает даже быстрее из-за того, что Android динамически выделяет память и закрывает те приложения, которые находятся в памяти. И такой отпечаток на производительность в плане многозадачности он тоже накладывает. Это есть, это однозначно есть. И даже когда я тестировал и батлил Yugus X4 2/16, Yugus X4 Cube и Yugus X4 Pro, Yugus X4 Cube показал быстродействие немного, но выше быстродействия. И здесь мы получили примерно то же самое. Поэтому, ребят, покупать TOX 1 я уже не советую с учетом того, что появился TOX 3. Это однозначно. И ждите резюме, а мы переходим на тесты. Слушайте, начнем наш такой небольшой себе батл. Сухие цифры, ребят, сухие цифры, потому что вверху вы видите загруз памяти, вверху вы видите температуру и видите загруз проца. Дело в том, что я вам должен показать, что в сухой синтетике, допустим, TOX 3 Lite мы имеем один эффект, TOX 3 мы имеем другой. И стоит ли покупать TOX 3 Lite или нет, это будет вообще такая сухая синтетика. Потому что работают они вообще абсолютно одинаково. То есть сколько я не пробовал, TOX 3 Lite работает абсолютно одинаково. Мы уже это приводили пример в нашем обзоре на Yugus X Cube, на Yugus X4 Cube и Yugus X4 Pro. То есть, если даже сравнивать по AIDA 64, то они абсолютно одинаковые, как по системе, так и по центральному процессору, и по отражению. Разница только в памяти. И начнем мы конкретно с Geekbench. Почему? Потому что Geekbench отображает быстродействие процессора в текущей системе, в той конфигурации, которая есть. Стартуем. Ну что, друзья, по Geekbench, что я могу сказать? 143/517 это версия 4/32, это TOX 3 простой.
И что самое интересное, TOX 3 Lite показал 143 в одноядерном тесте и в многоядерном тесте 517. Фактически это идентичные показатели, абсолютно идентичные, потому что ну, в 2 балла это вообще ни о чем. Я себе записываю, кстати, для потомков, скажем так, свидетельства того, что мы делаем. То есть это даже не считается разницей. Ну да ладно, давайте смотреть дальше. По результатам. Ice Storm Unlimited у TOX, у простого, 9986 баллов. А теперь смотрите, в чем фишка. Дело в том, что так, надо записать. TOX 3 Ice Storm Unlimited. Ice Storm View. 9986, а у TOX 3 Lite 10008. Опять вкладывается, в принципе, в какой-то предел погрешностей мелких, но я думаю, что сейчас мы где-то с вами получим прирост. Объясню почему. Потому что, как показывает опыт, чем меньше памяти, тем быстрее работает в общем система. Дело в том, что Android-система устроена таким образом, что она при недостатке памяти будет выгружать левые приложения, которые хоть как-то в фоне, но какой-то след производительности оставляют. Поэтому мы, вот первый звоночек этого мы видим. Вот давайте посмотрим, что будет дальше. Давайте я хочу посмотреть Ice Storm Extreme, 5641 балл. Здесь вот, знаете, как-то играет в пределах погрешности. Поэтому мы здесь на 3D Mark не обращаем внимания, потому что здесь в основном у нас задействован видеоускоритель. Вот это вот очень интересно. А теперь давайте попробуем посмотреть в Antutu. А вот она где порылась. Antutu на TOX 3, 101 538 баллов. Давайте я запишу себе на TOX 3 простом. У нас 101 538, а на лайте, как вы видите, у нас 105 560. Здесь уже погрешность лезет в большую сторону. Сейчас разверну результаты тестов. И посмотрим, в каких дисциплинах он все-таки проигрывает. Смотрите, в чем у нас фишка. У нас CPU получилось практически одинаково. У нас получилось 25 250 на лайте, 25 224 на простом. GPU получилось практически одинаково. 9569 на простом, на 9567 на лайте. А вот память у нас вроде бы как быстрее работает, но это мы еще с вами посмотрим, как у нас копируется память. Вроде бы сама память быстрее работает, 29 237 против 31 203, но вот здесь вот у нас вкладывается вот эта вот погрешность памяти, у нас память начинает играть против нас, и играет она в плане того, что 35 542 у нас общий UX, это интерфейс, работает быстродействие интерфейса на TOX 3 меньше, то есть в 41 497 на TOX 3 Lite и UX на TOX простом 35 542. Вот где собака порылась, то есть больше открытых программ и меньше у нас отклик получается на самом этом. Хотя в графической составляющей, в процессорной составляющей они работают абсолютно одинаково. Тестируем через CBTT, мы здесь увидим с вами скорость копирования внутренней памяти, скорость копирования именно ОЗУ. Это очень интересно. И здесь мы получаем абсолютно идентичные результаты. Смотрите, в чем фишка. У нас получается, мы берем два основных показателя. Это копирование, чтение, последовательное чтение памяти 104, точно такое же. TOX 3 у нас чтение 104 мегабайта в секунду. 104. И копирование памяти, сейчас копирование ОЗУ. 2.00. Ну, фактически это на 0,1 погрешность, это вообще ни о чем. Поэтому мы понимаем, что это абсолютно идентичные боксы. То есть нельзя сказать, что они один бокс хуже другого. То есть тут нам нужно определиться, насколько 2-гиговый бокс может отрабатывать в мультимедиа.
Обычно в спид-тесте на батле достаточно протестировать 5 ГГц на одного и того же провайдера и на одну и ту же точку, допустим, доступа. То есть мы сейчас тестируем на одном роутере Asus AX82U на того же самого KitKat Network, как вы видите у нас здесь, и получаем абсолютно примерно одинаковые результаты. Я вам объясню, в чем фишка. Дело в том, что я не рекомендую вообще как таковой использовать как сказать, не 5 ГГц, поэтому мы здесь 5 ГГц с вами протестили, и LAN RJ45 тестировать на гигабитном порту тоже не вижу смысла, потому что и тот бокс абсолютно выдают гигабитный LAN. То есть на текущий момент мы имеем примерно одинаковую картину. Но давайте мы с вами еще запустим тротлинг-тест, посмотрим, насколько он отработает еще в тротлинг-тесте, потому что на основном обзоре у нас там было подключено все. Сейчас мы их протестируем в одинаковых условиях, и одинаково у нас будет это все выглядеть. Мы увидим с вами результаты JIPS, это раз, а во-вторых, потом я подключу, наверное, 2.16 вот отдельно и попробую вот просто запустить раздачу большую. Вот насколько он потягает большие раздачи, потому что в основном обзоре на TOX 3 мы с вами видели, что TOX 3 4х32 хорошо бегает, но насколько нам будет достаточно TOX 3 Lite, это мы тоже с вами сейчас выясним. А знаете, что я заметил? На текущий момент могу сказать одно, что вот в процессе тестирования TOX 3 простой немножечко меньше греется. Да, вот я уже замечаю прям, то есть если TOX 3 Lite у нас загоняется там до 79, то TOX 3 в максимуме я раскочегарил на 74. То есть тут нужно понимать, что, они идентичны, и внутренности идентичны. Ладно, посмотрим. Ну и в данной ситуации, опять же, не учитываем артефакты, берем по максимальной JIPS. Максимальная температура была 72, меньше, чем у TOX 3 Lite. Что самое интересное, и мы получаем 54 829 JIPS. Получается у нас, что TOX 3 Lite все-таки побыстрее отрабатывает сама по себе система. Не обращайте внимания на артефакты. Здесь у нас реклама, здесь у нас подключение к Wi-Fi. Вообще правильно тестировать такой бокс, при том, что у нас здесь висит и AnTuTu виджет. Короче, правильнее тестировать его будет полностью на выключенных сетевых. Нам необходимо было получить максимальный показатель JIPS. Это максимум. Это все, что нам нужно. Давайте включать теперь TOX 3 Lite. Так, мы сейчас включили TOX 3 Lite, и давайте, такие основную мультимедиа по-быстрому. Это YouTube 4К. Смотрим вверху загруз памяти, смотрим загруз проца и как он работает. Во-первых, я, конечно же, тестирую на Дикой реке. Дикая река 4К обязательно. Это тот ролик, который иногда вызывает такую бурю эмоций у тех, кто его использует для тестов. Это очень тяжелый высокобитрейтный ролик, который я снимал сам. И мы видим, что 4К 60 FPS он отрабатывает без единого дропа. То есть вы можете смотреть на загрузку, вы можете делать все, что угодно, но если ему не будет хватать памяти, вот сейчас загрузка 1.78, вот сейчас загрузка 1.79. Если ему не хватит памяти, он выгрузит из памяти то, что есть там лишнее. И просто-напросто у вас станет памяти больше. Все очень просто. Давайте пробовать там Япония 8К, когда мы там пробовали. Япония 8К. Вот наш ролик Япония 8К, который дропил на предыдущей версии TOX 1 4х32. Мы здесь видим AV1 кодек, и опять у нас будет 4К 60 FPS, 0 дропов. И опять у нас верхний предел памяти, он будет показывать, что он вроде бы занят полностью, но на самом деле это не так. То есть мы где-то сейчас добьемся все-таки того, что он выгрузит, и вы это увидите однозначно, именно падение объема занимаемой памяти. То есть обычно Android сам решит, когда ему нужно что-то выгрузить. Вот так вот устроен Android.
То есть переживать насчет 2 на 16, ну, это уже не первый раз, когда мы это дело проводим. Давайте дальше. А вот теперь смотрите эффект. Мы зашли просматривать IPTV, вот я 4К, и мы видим, что память уже освободилась до того же самого 1.6. То есть у нас было 1.8, 1.85 доходило, он освободил немножко памяти, то есть и все заработает, и все продолжает работать. То есть если ему не хватает, он работает. Давайте следующий 4К канал IPTV, то есть мы видели он 1.76, 1.68, 1.66, то есть он динамически освобождает память. То есть по проигрыванию 4К, допустим, того же самого IPTV, я тоже не вижу вопроса. То есть у меня здесь сейчас возникает такая себе дилемма. И дилемма заключается в том, что мы имеем достаточно производительный бокс, даже несмотря на то, что у него 2 на 16. А здесь у нас вопрос такой, что все сертифицированные ТВ-боксы, он не является сертифицированным, этот ТВ-бокс, но сертификаты имеют 2 на 8. Им обычно хватает. Здесь 2 на 16, полноценный S905X4 Pro, гигабитный порт. И я думаю, что здесь будет все нормально работать. Мы сейчас загружаем раздачу на более чем 40 гигов. Сейчас посмотрим, как это все дело запустится. Скажем так, если использовать в качестве сервака. Опять же, следим за вот этим вот показателем памяти. Используем стандартный Vimeo. Автофреймрейт отрабатывает точно так же. И у нас получается, что он еще больше освободил памяти. Ему не хватало. Сейчас 1.55. То есть для раздачи он взял и освободил памяти. К тому же здесь есть root права. И тот же самый сервак берет и высвобождает память. Не высвобождает, не дает себя выгружать при недостаточном количестве памяти. Все работает. То есть это тяжелая раздача. Достаточно тяжелая. Вот я возьму, перемотаю сейчас. Смотрите, я поставил на перемотку. Оно должно сейчас пройти, пробуферить. Это вот все без монтажа. И начать проигрывать дальше. Пожалуйста, все проигрывает. То есть мы можем с вами спокойненько смотреть тяжелые раздачи, несмотря на тот объем памяти, который есть. Зачастую он даже немножечко на пару процентов быстрее работает, как в какой-то производительности, где задействован, да, там, интерфейс и все остальное. Вот, пожалуйста, мы сейчас перемотали. Это тяжелые раздачи. Так что, ну, давайте проходить, резюмировать тот батл, который у нас получился. Слушайте, в качестве резюме скажу, что ТВ-боксы получились охренительные. Мы рекомендуем и TOX 3, и TOX 4, вернее, и TOX 3 4х32, и TOX 3 Lite. При этом, если вам не жалко доплатить пару баксов, то, конечно же, 4х32 это выбор, это конкретно ТВ-бокс выбора. Но если вы хотите подэкономить, то 2 на 16 вполне годный вариант. Он точно так же работает, и вы абсолютно не будете испытывать никаких, скажем так, отрицательных моментов. Поэтому TOX 1 уже не покупаем. Если хотите переходить с TOX 1 на TOX 3 Lite или на TOX 3, я не вижу смысла. То есть, если вы не смотрите 4К YouTube, где там возникают какие-то дропы, хотя вот, блин, можно и обновиться. Можно обновиться, уж слишком кардинально новый ТВ-бокс получился, версия Android, да и процессор, да и сам по себе подход к прошивке у компании TOX тоже поменялся. Поэтому рекомендуем, разницы я не обнаружил для себя никакой, оба ТВ-бокса являются достаточно классными решениями. Ну а с вами был Бабал на канале Технозон, пока.